дедушке Байкалу я добиралась с трепетом. Слышала, что именно зимой он особенно прекрасен. Возможно, в этом выпуске я рассказала бы об особенностях этого озера, что именно тут можно встретить более полусотни видов льда, в красках бы описала здешние пещеры и прибрежные скалы, поведала бы о магических звуках, которые доносятся из-под ног, и о леденящих душу легендах, что из поколения в поколение передают местные жители. Но случилось страшное. Я увидела Байкал и потеряла дар речи. В прямом смысле. Всем привет! Вы на канале Ян Буян. Обстоятельства вынудили меня сделать этот выпуск чуть-чуть в другом формате, и сейчас я об этом вам расскажу. Но это не потому, что я хотела показать вам своего кота. Остров Ольхон. Попасть на него просто так нельзя. По древнему бурятскому обычаю, будь добр, сделай подношение духам Байкала и только потом проезжай. Духи неприхотливы. Будут рады рису, табаку, конфетам или монеткам. Просили – получите. Вокруг лед, так что мысли надеть коньки возникают сами собой. Прокат можно найти в самом большом населенном пункте Ольхона – Хужире. Тут можно взять в аренду не только коньки, но и даже велосипеды на зимней резине. Представляете, кто-то любит и на таком транспорте колесить по замерзшему озеру. Я решила, что велосипед сейчас не моя история, а коньки в самый раз. Кто бы знал, что на них я не смогу проехать и метра. Лед неровный, коньки тупые. В общем, фигуристки из меня не вышло, нужно было брать велосипед. Ну что ж, дальше на своих двоих, к разноцветным ленточкам, которых за версту видно. Это бурятские традиции. Такие кусочки ткани вяжут на столбы для коновязи, слияния буддизма и шаманизма. У каждого цвета свое значение. Зеленая символизирует рост и развитие, голубая – спокойствие и гармонию, красная – силу и любовь, белая – чистоту и искренность, а желтая – плодородие и достаток. Именно по этим лоскуткам можно понять, тут священное место. Что говорить, не каждую скалу шаманкой назовут. По бурятским поверьям, именно в этой скале обитает главное божество этих мест – хозяин Байкала Бурхан. Говорят, что внутри самой скалы даже есть сквозная пещера, в которой шаманы когда-то совершали обряды жертвоприношения. Подходить близко, напоминают местные, нельзя, мол, Бурхан такое не любит. Но многие туристы на эти предостережения не обращают внимания, в том числе и я. Хотите верьте, хотите нет, но, похоже, разгневала я хозяина Байкала. Не успела подойти к его жилищу, как тут же потеряла голос. И как тут не поверить в мистику? Я ни слова не могла произнести. Многие скажут, простудилась на морозе, оттого и голос пропал. Возможно. Но тогда я думала только об одном – что делать дальше? Возвращаться домой в Москву или плюнуть на все эти проделки байкальских духов и продолжить свой тур? Да, с коньками наперевес я решаю и дальше исследовать замерзший Байкал. Болеть болезнью, а выпуск сам себя не снимет. Тем более под ногами я впервые увидела лед кристальной чистоты. До этого места он скрывался под снегом. Ну и, конечно, в таком месте не обойтись без фестиваля ледовых скульптур, которые мы как раз и застали. На Ольхон Айсфест съезжаются мастера со всего мира. Здесь создают целый ледовый городок. А какие из этих ледышек получаются фигуры? Просто загляденье. Как думаете, на кого это похоже? Мне, например, напоминает главного героя из мультфильма «Ранго». Ледовые фигуры – это, конечно, искусство, хоть и временное. И здесь можно сделать прикольные фотографии. А если хотите посмотреть на экспонаты из более долговечных материалов, вам нужно идти в местный краеведческий музей в Хужире.
Здесь находятся предметы быта бурят и экспонаты местной флоры и фауны. Музей довольно стандартный и небольшой, но тут есть на что посмотреть и о чем задуматься. Одна только история литовцев чего стоит. Тех, кто выступал против советской власти или был зажиточным, ссылали на Ольхон. Именно здесь в музее хранятся письма литовцев на родину, их стихи о родной республике и различные мемуары. Возможно, когда-нибудь я тоже напишу мемуары о поездке в Иркутскую область. Неприятные потери голоса – отдельная глава. Кстати, после первого дня на Байкале у меня поднялась температура. И снова дилемма – возвращаться домой или продолжать свою миссию. Наступило утро, и все то же решение – оставаться. В этот день мы поехали на буханке в сторону мыса Хабой, останавливаясь, чтобы полюбоваться на гроты. Часть нашего пути пролегала по льду, а часть по суше. И последняя была очень неровной, так что мощная тряска прилагается. Видите, снизу скалы покрыты льдом. Ранней зимой, когда Байкал еще не замерз, во время сильного шторма на скалах образуются наплески, или, как называют этот лед местные, сакуй. Вода проникает в щели, и там образуются не менее завораживающие ледяные гроты. Кстати, попасть сюда можно только зимой по льду, потому что летом судно попросту разобьется о скалы. В этом путешествии я промерзла просто ужас. Вы не представляете, что мне пришлось пережить. Температура 38, насморк, горло болит, голоса нет совсем. А нужно ведь как-то снимать, я не могла приехать на Байкал и не сделать про это выпуск. Но впечатлений, конечно, было все равно очень много. Но вы сами понимаете, мне нужна была небольшая передышка. Хорошо, что у меня с собой был чай Гринфилд. Вы только посмотрите, сколько разных вкусов в коллекции. Ромашка, смородина с мятой. Эти вкусы переносили меня в теплые летние деньки. Но моим фаворитом, конечно же, был вот этот согревающий чай с корицей. И называется еще так – «Рождественская тайна». А какой аромат! Горяченький. По народным поверьям, дедушка Байкал, именно так называют его местные, живой. И забегая вперед, скажу, в этом я убедилась лично. Но обо всем по порядку. На мысе Хабой прозрачный лед. Повсюду. Знаете, почему вода здесь такая чистая? Секрет в губках. Да-да, вы не ослышались. На дне Байкала живут похожие на толстые водоросли зеленые губки, которые фильтруют воду от всякой органической грязи. Одна губка размером 5-7 сантиметров за сутки может процедить около 20 литров воды. Такие животные встречаются только на озере Байкал. Впрочем, в этих глубинах много существ, которых не найти больше нигде в мире. Это вам подтвердят в Байкальском музее. Одних покажут под микроскопом, других в аквариуме. Например, среди здешних обитателей байкальский омуль, бычок, осетр и голомянка. Осетровые байкалы живут до 50 лет, и при длине 1,5 метра их вес может составлять до 130 килограммов. В конце прошлого столетия байкальского осетра почти истребили. Сейчас, когда их отлов под строгим запретом, численность начала восстанавливаться.
Исключительно в водах этого озера обитает и байкальская нерпа. Это единственное млекопитающее тут, и никто из ученых до сих пор не может объяснить, как оно сюда попало. Под водой нерпа разгоняется до 25 км в час и способна задерживаться там на 20-25 минут. А еще нерпа имеет уникальную способность. Она может приостановить беременность. Эмбрион просто прекращает развиваться и впадает в анабиоз до следующего брачного периода. И тогда просто рождается сразу 2 детеныша. Удивительно, правда? Но вернемся на мыс Хобой. Он, к слову, идеально подходит для катания на коньках. Но куда мне со своей болезненной слабостью? Приходится только смотреть, как катаются другие. А тут еще эти леденящие кровь звуки. На секунду я подумала, неужели я так обидела духа, что он никак не может оставить меня в покое? Да и о чем еще думать, когда под тобой трескается лед? Но знающие люди успокоили, волноваться не стоит. Дело в том, что при замерзании вода расширяется, и внутри озера создается мощнейшее давление, а подо льдом все еще плещется вода и течет жизнь. Поэтому и образуются эти звуки. Но как по такой трескающейся поверхности спокойно ходят туристы и ездят машины? Оказывается, лед толщиной в 40 сантиметров выдерживает вес до 17 тонн. Вот и считайте, насколько крепким будет здешний лед, который достигает порой 80 сантиметров. Что не факт, все сильнее влюбляюсь в это удивительное озеро, а потому ощущаю на себе поцелуй Байкала. Так называется коктейль, который подают в рюмке, сделанной изо льда. Будете в этих местах, обязательно попробуйте. Ну и про уху не забудьте. Мне, кстати, этот теплый суп хоть и не вернул голос, но зато придал немного сил. Или, может, все же это настойка? Как бы то ни было, до скульптуры хранителя Байкала я смогла добраться наравне со всеми. Сделана эта фигура не из дерева, как кажется на первый взгляд, а из бронзы. На ветвях хранителя висят колокольчики, которые, по легенде, отгоняют зло и нечистых духов. А лицо, напоминающее мудрого старца, спокойно наблюдает за порядком на озере. Пожалуй, не буду подходить близко, а то мало ли. Кто знает, может, именно хранитель Байкала образует эти жуткие трещины на льду. А если по науке, становые щели. И они, кстати, из года в год появляются в одних и тех же местах. Чтобы переехать такую щель, сначала ее проверяют на прочность, а затем высаживают всех пассажиров и быстро проезжают на скорости. Щели дышат, так как их ширина изменяется в течение суток в зависимости от температурных колебаний. Нам попалась небольшая щель, ее можно просто переехать, а была бы пошире, пришлось бы укладывать специальные трапы из толстых досок. Впрочем, трещины могут появиться и в совершенно неожиданных местах, и, к сожалению, это может стать причиной трагедии. Ежегодно на Байкале погибают десятки человек, так что осторожность тут точно не будет лишней. Из-за этого на льду есть главное правило – пристегиваться ремнями безопасности нельзя. По пути обратно в Хужир снова высаживаемся полюбоваться льдинными торосами. И несмотря на свою толщину, они прозрачные, словно стекляшки. И вы только посмотрите, как тут красиво переливается свет. Да, Байкал, скованный льдом, поразил меня до глубины души. Без голоса, с температурой, но счастливая. Впереди был третий, самый интересный день моего путешествия по местам силы, и я точно уже не могла свернуть с пути. На следующий день мы отправились в Листвянку. И, конечно, по пути мы не могли не остановиться, чтобы поглазеть на ледяные гроты. Также мы доехали до скалы, которая называется Драконий Коготь, и это визитная карточка Байкала. Но если честно, по мне ничего интересного, поэтому мы быстро поехали дальше. А здесь, на острове Огой, можно посетить буддийскую ступу просветления. Хоть место и выбрали случайно, но для буддистов оно обрело сакральный смысл. Остров по форме напоминает силуэт Дакини, небесной танцовщицы, а белое сооружение находится где-то в области ее сердца. Я не смогла подняться к ступе. Увы, мое горло не выдержало бы подъема наверх. Да, если честно, ноги уже подкашивались.
Как нельзя кстати оказался Хивус, вездеход на воздушной подушке. И он, к слову, гораздо безопаснее машины, в случае чего спокойно перейдет на водный режим и поплывет. По льду Хивус разгоняется до 70 км в час, а по воде до 50. Вездеход привез снова нас к торосам. Эти глыбы льда образуются в результате давления и трещин, и говорят, в этот момент стоит нереальный грохот. И, как мне кажется, они идеально дополняют образ величия дедушки Байкала. Покатавшись вдоль на вездеходе амфибии, останавливаемся, чтобы встретить закат. Красиво не только в небе, но и под ногами. Великое множество метановых пузырьков. Метан образуется из огниения водорослей на дне озера. Казалось бы, простые природные процессы, но какая красота в результате! Словами не передать. Ночь проводим в Листвянке, а на утро садимся в Хивус и катимся к старому железнодорожному вокзалу. Там встречает нас старый паровоз. Правда, он не на ходу, это памятник. Но есть его работающий брат-близнец. Вот он-то и возит туристов. С мая по октябрь такой паровоз цепляет несколько вагончиков и в путь. А из окна удивительный вид на озеро. И железную дорогу, и тоннели тут построили каторжники еще в царской России. Работали на износ. В сутки пути продвигались примерно на полметра. По объему, стоимости и сложности эта дорога в то время заняла первое место. На Байкале постоянно образуются новые трещины. Вот одна из таких, и еще не успела замерзнуть. А значит, из нее можно выпить чистой байкальской воды. И я не смогла удержаться, несмотря на больное горло. Вкусно! О чудо! Я впервые за 3 дня произнесла слово. Едем дальше, к реке Ангара. Возле ее притока горнолыжный комплекс. Но чаще всего туристы приезжают сюда не покататься, а посмотреть на завораживающие виды, что открываются с камня Черского. Назван он так в честь сильного польского ученого Яна Черского, который внес огромный вклад в изучение нашего озера. Ну что ж, привет, тезка! С этой точки хорошо видно, где встречаются Байкал и Ангара. Посмотрите, озеро замерзло, а река нет. По-моему, это путешествие, несмотря ни на что, можно назвать удачным. Так что же такое зимний Байкал? Вернись, иди сюда. Ну, Торос, ну, работай. Хочешь корма? Так что же такое зимний Байкал? Это чистый воздух, которым невозможно надышаться. А еще бескрайние просторы, седые скалы, голубые торосы. Зимой Байкал прекрасен. А летом? Это я тоже обязательно проверю. Смотрите Ян Буян, подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого. Со мной вы будете скучать по местам, в которых даже еще не бывали. Всем пока. Съемка закончилась, пошли кушать. Будешь есть? Заработал, заработал.